Тем утром Токио, азиатский гигант, казалось, дышал в замедленном ритме. Небо было совершенно ясным, дул легкий ветерок, а магазины только-только открывали свои двери, приветствуя новый день. Никто бы не догадался, что посреди обычной суматохи и безумия городской жизни две фигуры, которые всегда умудрялись сотрясать мир кей-поп, просто появятся. Без знаков, без анонсов, без жесткой охраны, обычно окружающей каждый их шаг. Эти две фигуры — Чимин и Чонгук. Первые новости пришли от бариста небольшого кафе в районе Хараджуку, Нихаруку, который опубликовал в личной истории Instagram всего лишь 2 силуэта издалека. Однако за считанные минуты армии по всему миру мгновенно узнали их. Это манера ходить, это осанка, даже то, как они опускали взгляд, когда смеялись, все это было слишком характерным. И менее чем за 20 минут имя Чимин и Чонгук в Японии уже заняло первое место в трендах на японских, корейских и индонезийских социальных платформах. По словам очевидцев, тем утром они вышли из современного минималистичного бутик-отеля. На Чонгуке была слегка великоватая черная худи с низко натянутой шапкой бини, а Чимин появился в светлом коричневом пальто, которое делало его кожу еще более сияющей. Оба выглядели расслабленными, словно наслаждались личным выходным днем, который выпадает им крайне редко. Ни персонала хайп, ни телохранителей, ни профессиональных камер. Просто двое из них, идущих рядом, как два старых друга, пытающихся восстановить энергию после слишком долгой и упорной работы. Именно из-за этой простоты их появление выглядело намного более поразительным. В мире, где каждый шаг айдола всегда оформлен структурированно, такой простой момент ощущается удивительнее, чем громкое возвращение камбэк. Некоторые фанаты, случайно проходившие мимо, рассказали, что Чимин, казалось, начинал больше разговоров, чем Чонгук. Он несколько раз указывал на маленькие магазинчики через дорогу, тихо смеясь, пока Чонгук смотрел в том же направлении, прикрывая рот. Свидетельница по имени Хана, работающая в магазине винтажной одежды, даже сказала, что мельком услышала знакомый звук смеха из-под черной маски Чонгука. «Сначала я не была уверена», — сказала Хана, все еще удивленная, когда ее интервьюировали местный репортер. «Но когда я увидела, как Чонгук кивнул Чимину, я сразу поняла, что это они. Ни у кого другого в мире нет такой манеры ходить». Что еще более удивительно, так это то, что оба, кажется, по-настоящему наслаждались этой свободой. Не торопясь, не глядя постоянно вниз, не пытаясь сбежать от камер. Они шли как двое обычных молодых людей, исследующих чужой город, который давно привлек их внимание. Был момент, когда Чимин остановился перед торговым автоматом, указывая на конкретную бутылку и похлопывая Чонгука по руке. Чонгук ответил пожатием плечей и взял другой напиток. Они немного посмеялись, словно повторяя старую привычку, понятную только им двоим. Один японский армий, который случайно стал свидетелем сцены, написал в своем посте, что этот момент был похож на просмотр настоящей драмы из жизни «Slice of Life». В этом было что-то очень теплое, написал он. Они выглядят расслабленными, не как знаменитости, за которыми наблюдают, а как два человека, которые пытаются насладиться днем вместе. Когда эта новость распространилась, возникли различные предположения. Снимают ли они новый контент? Занимаются ли они секретным проектом? Или это действительно выходной, который они решили провести вместе за границей? Но когда местные СМИ попытались связаться с хайп, официального ответа не последовало. Ни подтверждения, ни объяснения. Тишина. И это молчание только подлило масло в огонь спекуляций, который уже начал взрываться в различных фан-сообществах. Один японский аналитик поп-культуры даже написал короткую статью. Если это секретный проект, то они выбрали самый естественный подход, который корейские айдолы принимали в последние годы. Но если это просто прогулка, то они дают самую правдивую картину жизни после славы. Даже без профессиональной камеры
Их маленькие взаимодействия остаются Тем временем начали появляться различные теории. Некоторые фанаты уверены, что это подготовка к съемкам зимнего контента. Есть и те, кто считает, что Чимин и Чунгук давно планировали личную поездку в Японию после того, как успокоились от своих напряженных графиков. Были также предположения, что они искали место для конкретного арт-проекта. Но самая популярная сегодня теория – они просто хотели насладиться днем. И посреди суеты и шума корейского мира развлечений, который часто слишком многолюден, слишком требователен и слишком полон бесконечных графиков, этот момент ощущается очень редким. Момент, когда два великих артиста решили выйти на улицы как обычные люди, неспешно прогуливаясь между звуком обуви и шагами занятых японских граждан, сделал мир чуточку спокойнее. Армии отметили еще одну не менее интересную деталь. По пути несколько раз было замечено, что Чимин шел немного ближе к Чунгуку, как бы убеждаясь, что они не разлучатся в толпе. Чунгук несколько раз поворачивал голову, убеждаясь, что Чимин не отстает. Что-то, что демонстрировало мальчишеский баланс между двумя, знакомый фанатам на протяжении многих лет. Когда начал приближаться вечер, и солнце сменило цвет города на более теплый, двори были замечены входящими в небольшой ресторанчик рамена на углу переулка. По словам одного из поваров, они сели за столик у окна и заказали 2 миски рамена с дополнительными топпингами. Чунгук, казалось, наслаждался едой, а Чимин время от времени смотрел в окно и улыбался чему-то, что говорил Чунгук. Ни камер, ни съемочной группы. Только 2 человека, наслаждающихся обедом как 2 лучших друга. Или 2 брата, которые уже понимают ритмы друг друга. Выходя из ресторана, один из посетителей, сидевших за 2 столами от них, сказал, что Чимин успел сказать «спасибо» по-японски с очень четким произношением. Чунгук последовал его примеру, немного смущаясь, слишком широко улыбаясь, когда персонал ресторана узнал их, несмотря на то, что оба были в масках. Но самая удивительная часть всего дня заключалась в том, как они действительно наслаждались пребыванием вместе, без бремени, без давления, не пытаясь скрыть своего комфорта друг перед другом. Многие фанаты почувствовали, что этот день был одним из самых естественных и значимых моментов, произошедших за многие годы. Не из-за громкой драмы, не из-за большого скандала, не из-за масштабного возвращения, а из-за маленькой совместности, которая ощущается более честной, чем вся мировая сцена. Наступает ночь, и неоновые огни освещают улицу. Чимин и Чунгук замечены идущими обратно к своему отелю, не торопясь, не паникуя, не пытаясь увернуться, а просто идя бок о бок, как в начале дня. И в мире неопределенности такой простой момент ощущается как дар для армий по всему миру.